Японский автогигант Toyota не из тех, кто отдыхает на лаврах. Едва успеваем следить за новинками. Вот одна модель, вот уже другая, и параллельно еще и обновления для старых знакомых. Свеженький пример – Corolla Cross. В прошлом году ее презентовали в Таиланде для стран Юго-Восточной Азии. А теперь кроссовер начинает глобальное путешествие, премьера в Европе и США, и, наконец, с 23 мая старт продаж в Японии. И хотя Toyota Corolla Cross – это не тот автомобиль, который сразу заставляет сердце прыгать от восторга или волнует воображение. Но для 2026 года в нем появилось немного свежего и интересного, что придает ему индивидуальность и немного больше характера. Обновления коснулись практически всех версий, так что Corolla Cross стала более современной и интересной, чем раньше. А главное – новинка, которая привлечет внимание фанатов марки и тех, кто любит спортивный стиль – новая версия GR Sport. Прошло более 4 лет с момента выхода Corolla Cross, и вот первое серьезное обновление. Начинается все спереди. Новая безрамочная решетка радиатора придает передней части больше харизмы и динамики. А фары стали острее и современнее, особенно в топовой версии, где теперь есть адаптивный дальний свет. Кроме того, они соединены световой полосой, соединяющейся с логотипом бренда. Задняя часть тоже не осталась в стороне. Задние фонари получили небольшие ребра, но, по словам Toyota, они помогают улучшить аэродинамику. Даже колеса обновились. Теперь во всех комплектациях новые 18-дюймовые диски, придающие кроссоверу новый акцент. Габариты кроссовера остались без изменений. Длина – 4460 мм, ширина – 1825 мм, высота – 1620 мм. Колесная база составляет 2640 мм, а дорожный просвет – 160 мм. Corolla Cross дебютирует в Европе в комплектации GR Sport, хотя сама версия GR Sport уже давно продается на других рынках мира. Использовав многолетний опыт тонкой настройки этой версии, Toyota наконец-то добавила ее и в европейскую линейку. Сразу узнать Corolla Cross GR Sport очень просто. Ее отличают стильные 19-дюймовые колеса с особой отделкой, уникальная радиаторная решетка и черной эмблемой Toyota, что придает агрессивности образу. И если этого кажется мало, то дополнительную индивидуальность модели придает эксклюзивная двухцветная окраска Storm Grey, которую можно выбрать для этой отделки. Кроме того, подвеска версии GR Sport специально настроена и занижена на 10 мм, чтобы подарить более жесткое и чувствительное управление, а усилитель руля более спортивно настроен. Также новый спортивный режим улучшает отклик на газ, повышая обороты холостого хода и усиливая замедление. Когда отпускаешь педаль, машина сама тормозит интенсивнее, добавляя драйву. Обновленный Toyota Corolla Cross по-прежнему предлагается с двумя гибридными силовыми установками, обе самозарядные. Базовый Hybrid 140 оснащен 1,8-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 98 сил в паре с электродвигателем на 95, что обеспечивает общую мощность системы 140 лошадиных сил. Заявленное среднее потребление топлива составляет 5 литров на 100 километров. Разгон до первой сотни занимает 9,4 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 180 км в час. Для ищущих чуть больше мощности гибрид 200 идет дальше с комбинацией 2-литрового четырехцилиндрового двигателя и электродвигателя на 112 сил, что в сумме выдает 197 лошадиных сил. Toyota отдельно подчеркивает эффективность обоих двигателей, а также добавляет важную новинку. Теперь Corolla Cross доступен не только передним приводом, но и в более мощной версии с интеллектуальным полным приводом. Это значительно расширяет возможности кроссовера, особенно в условиях скользких или заснеженных дорог. Все модели используют вариатор в качестве трансмиссии. Переднеприводная версия разгоняется до 100 км в час за 7,7 секунды, а полноприводная – чуть быстрее, за 7,6. Максимальная скорость обоих вариантов составляет 180 км в час. При этом переднеприводный гибрид тратит чуть больше 5 литров топлива на 100 км.
Расходы полноприводной версии пока не объявлены, но, как правило, они немного выше. К тому же, версии с полным приводом оснащаются специальным режимом Snow Extra, адаптирующим управление для лучшего сцепления на снегу. Теперь Corolla Cross не только эффективен, но и еще более уверен на заснеженной дороге. В салоне Corolla Cross 2026 модельного года все стало свежее и удобнее. Интерьер получил ряд практических обновлений. В первую очередь, это переработанный центральный тоннель, впервые появившийся в европейской версии Corolla Cross. Теперь у основания консоли разместились площадки для зарядки сразу 2 смартфонов вместо одного. Беспроводная зарядка стала более удобной и функциональной. Кнопки переехали на более удобные места, подстаканники сместились, а селектор трансмиссии, хоть и остался в классическом исполнении, обзавелся новым дизайном. Дополняют все 10,5-дюймовый экран мультимедийной системы и цифровая 12- и 3-дюймовая приборная панель. А информационно-развлекательная система Toyota Smart Connect поддерживает Android Auto и Apple CarPlay. К тому же Toyota позаботилась о комфорте в салоне. Использованы новые звукоизоляционные материалы, благодаря чему стало тише и уютнее. Также инженерам удалось заметно снизить уровень вибраций и шума двигателя. Базовые комплектации Toyota Corolla Cross достаточно просты, без излишеств. Но топовая версия ощущается куда более премиальной. Здесь и эффектная обивка из искусственной кожи, и подогрев передних сидений, и люк на крыше, и атмосферная подсветка салона. А также аудиосистема JBL для ценителей качественного звука. Версия GR Sport тоже не осталась без внимания. Интерьер получил характерные спортивные штрихи. Сиденья с контрастной прострочкой и обивкой из синтетической кожи выглядят не только эффектно, но и подчеркивают динамическое настроение модели. А если говорить о практичности, то у Corolla Cross 390 литров багажного пространства, которое увеличивается до 1300 литров, если сложить второй ряд сидений. Повышенный уровень безопасности и комфорта теперь входит в стандарт Toyota Teammate, современный комплекс, включающий поддержку беспроводных обновлений. В его составе новейшее 3-е поколение системы Toyota Safety Sense, дополненное передовыми помощниками для помощи при вождении и парковке. И включает такие системы, как система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с автоматическим торможением, адаптивный круиз-контроль, система контроля полосы движения, автоматическое переключение дальнего света на ближний и распознавание дорожных знаков. Обновленный кроссовер Toyota Corolla Cross появится в автосалонах Европы уже летом 2025 года, а спортивная версия GR Sport присоединится к модельной линейке осенью. Официальные цены пока не объявлены, но ориентироваться можно на стоимость текущей версии – около 39 тысяч евро в странах Евросоюза. Спасибо, что остаетесь с нами. Каждое ваше действие, просмотр, лайк или комментарий – это огромная поддержка. Вы помогаете нам становиться лучше и расти. Подписывайтесь, чтобы вместе открывать захватывающий мир автомобилей. Пусть ваши дороги всегда будут безопасными и путешествия незабываемыми. До скорой встречи в следующих выпусках на канале.